Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня мы посмотрим пролог к симулятору Iron Smith, симулятор кузнеца в мире фэнтези. К слову, в данной игре будут NPC, с которыми можно будет хоть как-то взаимодействовать и возможность уехать в город, а не сидеть в подземелье, как в симуляторе кузнеца Fantasy Blacksmith. На него у меня тоже есть обзор, и если кому-то интересно, оставлю ссылку в описании. Ну что ж, начнем наше приключение в теле нового кузнеца. Поехали. Вставай, черт возьми, кузнец, у нас есть работа, я буду ждать тебя снаружи. Вот так нас приветствуют, мягко и по-доброму. Ну а для начала посмотрим, что у нас тут есть. Пустые полки, вещи какие-то. В общем, не богато живем, да? Что у нас тут еще? За окном, значит, стоит печь, отец там ждет, не дождется, когда мы уже выйдем, наконец. Рабочий стол, да и все. В общем, мы нищеброды. А что у нас снаружи здесь? О, у нас есть лошадь. Правда, странная лошадь-манекен вообще не шевелится. Так, а тут у нас деревенский утилизатор отходов. Воспользоваться им, правда, нельзя. Ладно, бежим к отцу. Осматриваясь по пути по сторонам. Прекрасная атмосфера с птичками в лесу. Так, вот отец. Иди принеси мне немного древесины и угля, не все же я должен делать один. Я растил тебя 17 лет, так что пора стать немного более полезным. Жизненное наставление мы наконец получили, нужно работать. Колотые дрова там, где ты должен знать, а уголь в сарае, так он должен оставаться сухим все время. Ну что ж, зайдем в сарайчик, посмотрим на него. О, неплохой такой сарай. Так, ящик с углем, вот он. Набиваем карманы углем. Хорошо, что здесь одежду стирать не нужно. Но было бы забавно, если бы кто-то включил такую функцию в игру. Пастерушки были бы, да? А теперь пора идти за дровами. Вот они у нас тут уже наколоты. К счастью для нас, не придется рубить. Набиваем карманы этими дровами в свои безразмерные карманы. И несем их к отцу. Спасибо, сынок. Мне надо немного посидеть. Возьми молот и, конечно же, клещи. И мы начнем, как будешь готов. Окей, сейчас все сделаем в лучшем виде. Так, ну что ж, идем за молотом. Вот он валяется. И клещи. В общем, полный творческий беспорядок. Ну что ж, возвращаемся к отцу и показываем, что мы все взяли. Мы не совсем тупые. Так, у тебя все есть? Отлично. Разжигай печь и начинай ковать гвозди. Мартин заказывал их неделю назад и прибудет за ними через несколько часов. Ну все как обычно, выполняем заказ за пару часов до дедлайна. Как это знакомо. А вам? А еще нам подогнали учебник, чтобы мы в случае чего не тупили. Итак, что ж, приступим к работе. Для начала нам нужно разжечь печь. Вот она печь. Так, закидываем в нее уголь, опустошаем наши карманы. Наконец-таки. Так, все по максимуму забили. Так, и что мне нужно? Мне нужен железный слиток, которого у меня в кармане нет. Надо сбегать за ним. Так, забираем из сарая все железо, которое найдем. Не оставим ничего. Заодно и уголь набьем в карманы. Тоже не помешает. Так, ну, молот нам второй не нужен. У нас только одна рука для молота. Так, возвращаемся к печи и надо закинуть туда этот слиток один. Все. Включаем меха. Так, меха тут можно включить всего лишь вот максимум 3 раза, чтобы была температура максимальная. В этом плане упростили немного процесс. Качать бесконечно его не нужно. Просто поддерживать и все. Так. 20% нагрето. В общем, ждем. Ну что ж, слиток нагрелся до 100 градусов. Пора его вынимать. Для этого нам нужно оборудовать себя клещами. А, еще молот заодно взять. Так, достаем заготовочку и тащим ее на наковальню. Сейчас посмотрим, как будет реализована механика ковки. Так, приступим к ковке. Нужно просто долбать по куску железа, пока он не растянется в пруд под толщину гвоздя, я так понимаю. А нет, не настолько тонко, будут у нас толстые гвозди. Так, выбираем гвозди. Так, 2, 3, 4, надо 3. Да, крафт. Так, рубим с помощью молота пруд. У нас молот универсал прям.
Так, и делим остаток на... Странно, вроде бы 3 гвоздя, но я вижу 4. Так, нужно долбить по вот этому кружочку. 10 очков. 4. Все, надо долбить, когда кружок будет совсем минимальный. Исчезнет практически. Да, точно. 10 очков, 10 очков. И последний гвоздь. Конечно, 4 гвоздя из целого слитка железа — это совсем нерациональное производство. Требуется срочная оптимизация. Так, ну наши гвозди готовы. А задание... еще задание не выполнено. Нужно было печку разжечь до 1600 градусов. А я этого не сделал. Сейчас это поправим, быстро подкинув дрова. Все готово. Идем к отцу. Так, у тебя есть гвозди? Конечно, я думаю, я сделал великолепные гвозди. Так, что он скажет? Теперь надо отдать гвозди Мартину. Да без проблем. Так, идем встречать Мартина, который заказывал гвозди. Вот твои гвозди. Какая отличная работа. Хорошо иметь такого кузнеца, как твой отец, неподалеку. Но вообще-то это моя была работа. Я должен сказать, ты превосходишь отца в мастерстве. Найди ему хорошее применение. Отцу или мастерству. Есть еще одна вещь. Возьми отца и пойдемте со мной в деревню. 2 сильных мужчины — это то, что нам нужно в такие дни, как сейчас. Звучит как-то двусмысленно, но да ладно. Вам заплатят за любую помощь. Сейчас надо поговорить с отцом. Я слышал, что сказал Мартин, я пойду с ним. А ты сделал хорошую работу, так что отдохни. Так, а мы выберем: отец, я пойду с тобой. То он нам ответит: не, ты останешься тут и будешь охранять наш дом. Если деревне нужна моя помощь, я больше не могу ничего сделать, кроме как пойти и помочь. Так, а мне тем временем нужно сделать подкову для Радомира и серп для Свена. Так что пошел работать. Для начала нужно из сарая забрать рукоятку для серпа. Вот она. Еле заметная. Взяли. И осталось выковать сам серп. Так, хорошо, что я случайно закинул один слиток в печь. Так что он уже разогрет, и нам не придется долго ждать, пока он нагреется. Сразу можно посмотреть, как у нас куются серпа. Так, ну, похоже, в этой игре из слитков делаем всегда прутья, после чего будем их гнуть то, что нам нужно. Так, выбираем части инструментов, серп. Сейчас посмотрим, как он будет превращаться в изделие. Так, вот знакомая механика уже с тренировкой своих рефлексов. Попади в зеленое поле. Но у меня с рефлексами, похоже, все плохо. Я не могу попасть. Ну что ж, серп наш готов. Теперь нужны гвозди, чтобы закрепить его к рукояти. Сейчас наделаем гвоздей. Итак, по стандартной схеме получаем 4 гвоздя вместо 3. Это, видимо, акция 3+1. Так, гвозди готовы. Можно заканчивать сборку нашего серпа на рабочем столе, который у нас находится внутри дома. Сейчас посмотрим, как это вообще выглядит. Так, вставляем рукоять, добавляем гвозди, принимаем и начинаем сборку. Ну, выглядит все это очень простенько и медленно. Так, осталось 4 гвоздя вбить, хотя, по-моему, хватило бы и 2. Ура, серп готов наконец-таки. Можно его брать и нести Свену, который нас уже ждет, не дождется. Так, вот твоя побрякушка. Так, а где деньги? Давай гони деньги. Молодец. Все. А то думал, платить не придется, наивный Свен, а?
Ну что ж, осталось последнее задание — сделать для Радомира его долгожданную подкову. На удачу, наверное. Ну что может быть проще, чем подкова, да? Сейчас по-быстрому ее и склепаем. Уже по знакомой нам технологии. Я тут свои рефлексы подкачал, так что теперь у меня действительно удачная подкова. Готово. Можно отдавать ее Радомиру. Кстати, забавно, что остужать тут предметы не нужно. Видимо, карманы у нас огнеупорные. Так, отдаем Радомиру его подкову. Так, отличная работа. Кстати, ты видел дым на востоке? Не совсем, но Мартин был здесь и выглядел очень встревоженным. Так, кто-то к нам тут скачет на тележке. В замедленной съемке причем. Так и ничего не объясняя, нас куда-то увозят чудо-кони, больше похожи на соломенных, и мужик с вывернутой рукой. Ну что ж, нас походу перевозят в новую локацию. О, Грифон пролетел. Точно фэнтези-мир. Похоже, нас везут в какой-то город. Ну что ж, мы, похоже, подъезжаем к городу. И на этом закончим сегодняшнюю серию. А в следующей серии осмотрим городок и узнаем, что вообще мы тут забыли. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, кому как понравилось или нет. Пишите комментарии, что думаете об игре, стоит мне играть или нет. Всем удачи, увидимся в следующей серии.